Всем привет, друзья, с вами канал Supreme Show. Крысы, что вы знаете об этих зверьках? Мы все привыкли, что крысы — это мерзкие, отвратительные существа, от которых антисанитария, грязь и различные болезни. Но эти грызуны принесли огромный вклад в развитие науки и медицины. Используя их в качестве подопытных животных, человек изучил огромное количество медицинских показаний и исследований. Лабораторных крыс используют для новых приемов хирургии и трансплантологии, в исследованиях раковых заболеваний, диабета и даже психологических расстройств. Поэтому надо отдать им должное, но сегодня не об этом. Сегодня мы посмотрим, на что способна крыса в деле. А теперь поехали. Крыса или серая крыса – мелкая млекопитающая отряда грызунов, способная выжить практически в любых условиях. Крысы отлично приспособились к обитанию рядом с человеком. Эти зверьки могут проживать как в жилых, так и не в жилых помещениях. Некоторые просто процветают и быстро размножаются вблизи человека, но не все обитают рядом с человеком. Серые крысы также любят такие места, как пруды, каналы, озера, заброшенные водохранилища и берега рек. Обычно крысы имеют длину тела от 17 до 25 сантиметров, и это без хвоста. Масса при этом от 150 до 400 грамм. Хвост этих грызунов вырастает до 19 сантиметров и не может превышать длину их тела. Вообще эти зверьки ведут ночной образ жизни и активны с 7 вечера до 8 утра. В этот промежуток времени крысы ищут пропитание или охотятся. Да, крысы, живущие вдали от человека, охотятся. В рацион питания таких крыс обычно входят рыба, другие более мелкие грызуны, например мыши, лягушки, моллюски, а также различные растения. А вот крысы, живущие поблизости к человеку, питаются отходами и пищей, которую смогли добыть, а вблизи сельского хозяйства уничтожается зерно и растительные культуры. Друзья, а теперь переходим к роликам, где крысы показывают себя в деле. Посмотрим, на что способны эти мелкие и порой очень агрессивные грызуны. В первом ролике крыса против крысы. Две крысы сошлись в довольно активном поединке. Размеры крыс и силы примерно равны, поэтому бой затянулся надолго. Но в конце одна крыса все же уступила и покинула поле боя. А мы смотрим следующие кадры. На этот раз крыса сошлась в неравном поединке с более сильным и крупным соперником. Сорока явно хотела покалечить нашего героя. Я думаю, будь крыса побольше, она смогла бы дать достойный отпор сопернику, а возможно, сорока и вовсе стала бы ужином. Например, как это произошло здесь, только уже с голубем. Голубь пытался выжить, но справиться с голодной и агрессивной крысой не сумел. Сильная крыса с легкостью хватала, держала, грызла и таскала голубя по земле. А мы идем дальше. Здесь наш герой решил напасть на самого человека. Довольно крупная и злобная крыса бросилась на девушку, вцепившись в платье и пытаясь укусить. В следующем ролике крыса дала понять мужчине с метлой, что она не боится его и готова на все. Holy shit, dude. Holy
Обычно коты справляются с крысами, но иногда бывает, что крупные крысы дают не только достойный отпор, но и сами атакуют котов и побеждают в схватках. Давайте посмотрим подборки таких кадров. В этот раз не повезло маленькому котенку. Крыса прыгнула и схватила его за ухо. Малыш пытался вырваться, но видно, что сил пока не хватает. Крыса злобно держала и не хотела отпускать свою жертву. На этом ролик обрывается. А здесь наглая крыса, пробегая мимо двух котов среди белого дня, бросилась одному из них в морду, после чего безнаказанно убежала. А вот уже, видимо, домашняя крыса атакует пушистого. Кот с другой стороны улицы заметил крысу и решил, что это легкая мишень. Он подкрался, а затем напал, но не рассчитав силы, кот понял, что крыса ему не по зубам. А смелая крыса легко защитила себя и продолжила атаковать трусливого кота по всей улице. Еще кадры, когда кошки были в растерянности и боялись этого зверя. Следующие соперники крысы не менее опаснее, чем коты. Это змеи. Змея схватила детеныша крысы и пыталась уйти от преследования матери этого детеныша. Но материнский инстинкт крысы заставил атаковать ползучего. Она вцепилась в хвост и начала трепать змею, после чего та бросила свою добычу и уже начала спасать свою жизнь. Вот еще кадры, когда смелая крыса атаковала змею. Только в этот раз, судя по ролику, змея станет неплохим обедом. Две крысы решили выяснить отношения и сошлись в суровом поединке. Крысы настолько увлеклись боем, что не обращали никакого внимания на рядом стоящего человека с камерой. Ролик обрывается, и победителя мы так и не узнаем. Hey. Psst. Psst. Hey. Psst. А здесь крыса сошлась в схватке с довольно опасным соперником, который точно хотел ее съесть. Но крыса просто так не собиралась сдаваться. Обычно более крупные жабы без затруднения могут съесть крысу такого размера, но здесь видно, что силы и размеры примерно равны, поэтому победителя в таком бою скорее всего не будет. Вот здесь крысе пришлось уже сложнее. Жаба оказалась очень настойчивой и крупнее. Она постоянно атаковала и пыталась проглотить сочную добычу. Крыса в этот раз просто выживала, но и сама периодически давала отпор. В этом ролике все наоборот, и на этот раз жаба выступила в роли слабой и стала легкой добычей для крысы. К сожалению, ролик обрывается, но видно, что спастись жабе будет сложно. А мы смотрим последние кадры, и на этот раз крыса атаковала петуха, но что-то пошло не так. Петух каким-то образом сразил нашего героя одним ударом. Не знаю, как это произошло, но после удара крыса начала биться в конвульсиях. А на этом все, друзья. Если вам понравился выпуск, поделитесь им со своими друзьями, жмите палец вверх и подписывайтесь на канал. Ниже в описании оставлю ссылки на предыдущие ролики. Если еще не видели их, переходите по ссылкам. А я с вами прощаюсь, всем пока и до новых встреч.